Приветствую! Мои давние подписчики, вероятно, видели видеоролик на YouTube-канале с обзором геймпад iPega PG9021, который я купил на AliExpress 8 лет тому назад за чуть более $22. Кому интересно, видео можно посмотреть по ссылке на экране, в конце этого видео и в описании. Манипулятор внешне подобен геймпад для Xbox, подключается только через Bluetooth, правда старой версии 3.0, к устройствам под управлением Android, iOS и Windows. Я же чаще использовал с Android телевизионной приставкой, пока она у меня была. И реже с Android смартфоном. Для его установки открывается вверх специальный фиксатор. И здесь фиксируется смартфон с диагональю экрана от 3,7 до 5,5, по-моему, 6 дюймов. Управление вполне удобно, играть было на нем комфортно. Давно им не пользовался и оказалось, что устройство уже не функционирует. При переводе тумблера во включенное состояние и при зажимании определенных клавиш ничего не происходит. Ничего не работает. При подключении зарядного устройства видно, что контроллер зарядки работает, так как загорается соответствующий желтый светодиод. Но потребление тока на дисплее USB-тестера равно нулю, значит неисправен встроенный аккумулятор. В инструкции геймпад указана емкость его встроенного аккумулятора 380 мАч. Для разборки его корпуса на нижней стенке выкручиваю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 винтов, сбитой 2-мм крест. Задрав вверх фиксатор, располовиниваю его корпус, высвобождая передние триггеры из пазов. К главной плате с помощью разъема подключен аккумулятор емкостью 380 мАч. По его вздувшемуся виду понятно, что он требует замены. В идеале его габариты 20 на 35 мм и толщина 6 мм. В минском магазине батарейки Buy я купил такой же аккумулятор Robiton LP602035 и еще модель LP503040 емкостью 550 мАч. Давайте вскроем, посмотрим. Так, это типа как оригинальный, а этот аккумулятор большей емкости на 550 мАч. Да, и он по габаритам больше. Ну, то есть понятно по обозначению, что LP503040 это значит толщина 5 мм, ширина 3 см и длина 4 см. Этот же аккумулятор, соответственно, 6 мм толщиной, 20 мм шириной и 35 мм длиной. Перед установкой необходимо отключить из разъема этот аккумулятор, выпаять провода, нарастить сюда этот разъем, перенести. И в принципе простая замена. Здесь же этот аккумулятор я планирую сюда разместить. В принципе вот в эту полость нижней стенки он входит. Если его разместить сюда, то тут необходимо подрезать выступающие выводы светодиодов. Некоторые из них подрезать и, возможно, подпилить надфилем. Чем, впрочем, я сейчас и займусь. Буду устанавливать вот этот аккумулятор большей емкости. Собственно, почти все готово. Вклеил сюда на тыльную стенку аккумулятор на двусторонний скотч. Перепаял разъем, изолировал термоусадочной трубкой двух цветов. Вот, и можно подключать. Да, предварительно я тут немножко пообрезал эти выводы, чтобы они не упирались в аккумулятор. Пропускаю в проемы триггеры и закрываю. В принципе, да, все закрылось. Ничего не мешает. 8 винтов вкручиваю. Геймпад собран, проверяю. При переводе переключателя в режим ON. И если зажать одновременно кнопки X и Home, устройство включено в режим игрового манипулятора. И 3 мерцающих светодиода указывают на то, что устройство готово к Bluetooth спариванию. Активируйте беспроводное подключение на смартфоне и даете разрешение к соединению с одноименным устройством iPega Classic Gamepad. Готово, здесь горит только крайний левый светодиод. Геймпад iPega PG9021 имеет несколько режимов подключения в качестве игрового манипулятора и в качестве клавиатуры. Есть режимы для систем с виртуальными клавишами игры и манипулятора типа мышь. Об этом я рассказал и показал в прошлых моих видео. В данный момент устройство абсолютно исправно. Подключаю зарядное устройство.
Загорелся желтый светодиод зарядки. На USB-тестере появился ток заряда порядка 30 мА. Аккумулятор Robiton с заявленной емкостью 550 мАч зарядился до значения 629 мАч. Аккумулятор меньшей емкости зарядился до значения 396 мАч и отдал нагрузку 388 мАч. В минском магазине батарейки Buy каждый аккумулятор стоит около 12 рублей или $4 США. Аккумуляторы качественные покупаю неоднократно. Ну а старый, превратившийся в подушку, отнесу в контейнер на утилизацию. Благодарю вас за просмотр и оценку этого видео, а теперь анонс. В ближайшем видео я распакую вот этот мелкий пакет, в котором должна находиться компакт-кассета с катушками, которую я приобрел на eBay. И доставили ее из Испании, покупал в Португалии. Кому интересен подобный контент, подписывайтесь на канал в YouTube или Яндекс.Дзен. А с вами прощаюсь, до встречи на канале, всем пока.